Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 июля. Посмотрим, что нового в лесу появилось. Какие грибы сейчас идут. Стало уже очень много сыроежек. Но сыроежки такие не очень хорошие. Я люблю такие кругленькие, которые крепкие. Эти я брать не буду, сыроежки. Но, во всяком случае, сыроежки пошли вовсю. Продолжают расти белые грузди. Они никуда и не девались. Вчера был хороший ливень, поэтому сегодня груздей много. Кстати, что касаемо белых груздей. Мне подсказали, что в средней полосе белых груздей практически нет. Они в основном на севере растут, а это гриб скриповик называется. Что ж, возможно, это и скриповики. Но для засолки они очень вкусные, замечательные грибы. Я их собираю. Вот, зашел чуть подальше в лес. Здесь уже большие сыроежки. Так. Да, тоже сыроежка. Так, вижу. Вон там какой-то грибок. Сейчас посмотрим. Боюсь, что это не очень хороший гриб. Да, это вот эти грибы, которые... Я не знаю, как называется. Их здесь очень много. Вот он перевернутый лежит уже. Съедобные они или нет, кто знает, подскажите. Но я их не беру, поскольку меня всегда учили, если гриб не знаешь, лучше не бери. Но, блин, такие красивые, шикарные, конечно, выглядят. Прям красавцы. Жалко, что это не белые. Вот такой вот гриб. Что за гриб? Непонятно. Он такой. Доверие мне не внушает. Их много на самом деле. Вот сыроежки немного другой модификации. Те были горянки. Их так в Новгородской области называют, которые красные. Эти зеленые сыроежки. Они тоже прикольные. Не червивые, ничего, но не знаю. Хочется посмотреть, конечно, более благородные грибочки. Есть или нет сейчас. Вот красные сыроежки, о чем я говорил. К сожалению, снимать и срезать грибки неудобно. Сыроежки я с корнем вырывать не хочу. Но не настолько здесь ценная ножка, чтобы ее с корнем выкорчевывать. Поэтому покажу вам просто. Так, вот какой-то гриб. Ну да, сыроежка, скорее всего. Да, всего лишь сыроежка. Осмотрелся красиво. Ну, это старые знакомые, которые я белыми груздями называю. Ну, что-то он мне не нравится. Не знаю, такой гриб какой-то. Не буду его брать, не понравился мне. Вот я вам про какие сыроежки говорил. Если уж сыроежки собирать, то вот такие сыроежки. Которые закругленные. Они хотя бы не развалятся, пока их в пакете несешь до дома.
Да и на засолку они такими же останутся, прикольными. В принципе, сыроежка-то гриб вкусный, просто распространенный, поэтому его не очень ценят. И разваливается достаточно. Вот кругленькие, да, еще ничего такие. Чувствую, друзья, сегодня у меня выпуск будет про то, каких цветов сыроежки бывают. Ну, хотя бы так. Че, как есть, так и снимаю. Пока ни одного белого не нашел. Куда-то они сиделись. Их все насобирали, а новые не выросли, походу. Вот все-таки какие, я хочу сказать, люди-свиньи. Вот дорога, где мы в лес заходим, вот досочка. Это вот начало дороги нашей. И вот смотрите. Выкинул матрасы, диваны. Просто свалку устроили. Ну вынесите вы на помойку это, вывезите, наймите газель. Нет, надо в лес просто кинуть. Ну это ладно, эмоции, отступления, извините. Продолжим грибы собирать. В общем, друзья, итог моей грибалки таков. Новые грибы не выросли, стояла засушливая погода, ливень только вчера был хороший, поэтому они, ну, явно за ночь не успели вырасти, а старые грибы уже все собраны. Возможно, это только в этом районе так, я собираю в районе Горелого в Ленинградской области грибы, может у вас и по-другому. Вот здесь ловить нечего, будем ждать еще немножечко дождей. Также сейчас начнутся выходные, суббота, воскресенье, будут дачники грибы собирать. Ближе, наверное, там к среде, к четвергу еще пройду, посмотрю, что будет. Вот, сейчас пойду выходить из леса, если что-то найду интересное, я, конечно, сниму. Лисички тут вот были. Это было в прошлый раз, опять же, хотя бы их найти, они мне тоже очень нравятся. В основном только сыроежки и вот белые грузди. И то остатки их. Вот что-то нашел похожее на одинокий подберезовик. Скорее всего. Но походу, ребят, я поближе посмотрел, это облом. Он так похож был издали. Да, поганка, ребят. С такой юбкой красивой. Настоящая поганка. Так что нет. Облом. Конечно, очень сухой лес. Дождей ему явно не хватает. Вот, сегодня ночью была температура где-то 10-12 градусов у нас, но все равно никакой росы, никакой влаги, просто сухость. Может, кому-то интересно будет. Еще вот такие вот серухи пошли. Типа горькух. Если их уметь готовить, а для этого их варить надо несколько раз, чтобы горькими не были, то неплохой суп с них получается. Также солить их хорошо. Они крепкие грибы. Достаточно неплохие. В общем, ну, те же горькушки, только они такие поплотнее. Вот в этом месте всегда было очень много белых грибов и подосиновиков. Но сейчас, ребят, только вот такая вот фигнюшка растет. Подберезовик сгнивший. И все на этом. Вот это вот интересно. Под листьями что-то белое. Наверное, опять белый грусть. Они так растут интересно, как шампиньоны. Их вот так вот выкапывать. В таком состоянии они еще хорошенькие, пока под землей. Ну, это, кстати, похоже на настоящую уже белую грусть. На этом все, друзья. Пожалуй, один из самых коротких видеосюжетов про грибы этот будет. Ну, потому что их нету. А так, для видеоотчета, чтобы вы знали, идти в лес, не идти в лес.
Опять же, это Ленинградская область в районе Горелого. То есть, ну вот, всякие вот такие вот грибочки благородные пока не идут больше. Ждем август.